В наше время пасхалки стали самой настоящей обыденностью, существуют практически в каждом информационном медиа. Мало кто придает им большое значение, но вот у меня смог произойти заскок. На днях я ехал в трамвае, и в мою голову влетает мысль о родоначальнике игровых пасхалок. Как самый настоящий хакер, открыл Яндекс, задал запрос, и мне выдало игру Atari под названием Adventure. Разумеется же, я принял это за чистую монету, не полез в иностранный интернет и выбросил мысль из головы. Ага, конечно. Доставайте разукрашенные яйца за 130 рублей и наливайте себе горячий чай, ведь сегодня я разберусь в вопросе. Какая была самая первая пасхалка в видеоигр? Как я говорил ранее, первым запросом вылезает игра Adventure 1979 года выпуска. История этой игры неразрывно связана с Уорреном Робинетом. Хрен знает, как его произносить. Мужик пришел работать в Atari в 1977 году, был соавтором Atari 2600 и принялся за разработку Adventure. В те времена было заметно сходство с текстовой игрой Colossal Cave Adventure. Впрочем, если верить интервью, то ей он и вдохновлялся. Это было напрямую вдохновлено оригинальным текстовым приключением, созданным Доном Вудсом и Уилли Краутером. Однако мой начальник в Atari знал, что текстовая игра Adventure требовала сотен килобайт на главном компьютере, тогда как у Atari 2600 было только 4 килобайта ПЗУ, 128 байт ОЗУ и процессор 6502 с тактовой частотой 1 МГц. Поэтому он считал это невозможным и сказал мне не делать этого. Да, нынешние зумеры и аюмеры могут не подозревать, но в те времена существовали текстовые игры без картинок, а вы на книжки и визуальные новеллы жалуетесь. Впрочем, кому интересно, кем она там вдохновлялась? По заветам Кармака на разработку ушло не так много времени. Я начал это в апреле 1978 года и работал над этим несколько месяцев. Но были некоторые проблемы, которые не были полностью решены. Таким образом, в общей сложности прошло около 1 года. В чем же заключается смысл пасхалки? В те годы Atari не позволяли разработчикам указывать себя в созданных ими играх. Уоррен, как самый настоящий бунтарь, решил создать секретную комнату, где просто оставил свой собственный автограф. Если вам кажется, что вы это где-то уже видели, то вам не кажется. Упоминание данной пасхалки вы могли видеть в фильме «Первому игроку приготовиться». Ну, значит все, дело закрыто. Первую пасхалку нашли, историю рассказал, видос запилил и несуществующие деньги с несуществующей партнерки срубил. Можно чилить на Мальдивах? А хрен там. Настоящим гигачатом пасхальных яйцах оказался Рон Милнер. Этот человек посвятил компании Atari 12 лет своей жизни. Он был соавтором Atari 2600, помогал создавать анимации, проводил разработки и создавал аркадные автоматы. Как раз последние нас и интересует. В 1976 году выходит Starship 1, незамысловатая игра от первого лица, где ты летаешь в открытом космосе и уничтожаешь космические корабли. Главная цель, разумеется, набрать как можно больше очков. Эдакий Space Invaders на максималках, правда, вышел за 2 года до него. Ну и казалось бы, обычный автомат, обычная игра, чего я здесь размусоливаю воду лью. Но именно этот аппарат стал первым, в котором использовался бэкдор. История начинается с Эда Фриза, простой вице-президент Microsoft, который любил игры. В 2017 году он устроил интервью с Роном Милнером, в котором тот признался, что встроил бэкдор в свою игру. Это была первая и единственная игра, которую я когда-либо программировал. И я думаю, что, возможно, это была одна из первых игр с бэкдором. Я не рассказывал людям об этом, даже в Atari, по крайней мере, 30 лет. Но у меня там был некоторый код, который, если вы выполняете определенную последовательность действий, говорит «Привет, Рон» и дает вам 10 бесплатных токенов. Это было сумасшедшее заявление, потому что продолжительное время люди были уверены, что игра Adventure является самой первой, и это знатно пошатнуло ситуацию. Но это заявление нужно было еще доказать, а вот с этим были проблемы. К сожалению, Рон не помнил, какую последовательность действий запихал в свое творение. Все, что он помнил, это саму пасхалку и то, как во время выхода он показывал этот прикол своим приятелям, то есть 40 лет назад. Благо, Эд Фриз взял себе задачку проверить и доказать, что оно существует. Я был немного ошеломлен. Если бы это было правдой, это, безусловно, предшествовало бы самой ранней видеоигре с пасхальным яйцом, о которой я знал. Первым делом пошла проверка даты выхода автомата. Он проверил сайт, который представлял собой музей аркад, и увидел, что выпуск датируется 1976 годом. Разумеется, ликования не было предела, ведь это на 2 года раньше других претендентов. Но довольно быстро эйфория перешла в сомнение, ведь когда он начал изучать руководство и флайеры, то даты начали меняться. По итогу, проверив документы о продаже Atari, он выяснил конечную дату, а именно
июль 1977 года, что было все еще на год раньше остальных номинантов. На этом он выдохнул и принялся искать саму пасхалку. Все, что ему было известно, что Рон добавил запуск сообщения «Привет, Рон» на экране и добавил 10 бесплатных токенов. Значит, надо было просто найти ПЗУ игры и проверить ее код. И действительно, проверяя, он увидел, как среди чисел красуется та самая надпись. Теперь осталось понять, как она запускается. Он подключил еще одного инженера, и они узнали, что для срабатывания бэкдора необходимо было вставить монетку, удерживая нажатыми как кнопку фазер, так и кнопку запуска. Затем очень быстро отпускать эти кнопки и нажать на замедление. Эд Фриз сразу же заказал автомат в физическом обличии, но пока тот ехал к нему, он решил не тратить время впустую, а попробовать воспроизвести пасхалку в эмуляторе. Для этого он даже написал собственный драйвер, назначив все необходимые клавиши, и у него вышло. Отныне осталось дождаться, когда автомат приедет к нему в физическом воплощении. Следующие несколько недель я провел в нетерпеливом ожидании прибытия автомата и разрывался между иррациональным страхом, что кто-то другой наткнется на мое открытие 40-летней давности и опубликует его раньше меня, и вполне реальным страхом, что когда я это сделаю, никому не будет дела. Когда автомат прибыл, все снова накрылось медным тазом. Из-за того, что он уже до этого находился в ремонте, некоторые функции перестали работать, и Эд провел крайне интересные и виртуальные дни в попытке воскресить функционал. Переустановил монетницу, перезакрепил и заменил порванные провода, пошаманил в плате. Как самый настоящий хика, отвезя детей в школу и оставшись дома совершенно один, он все же смог запустить эту злополучную пасхалку. На данный момент это самая первая зафиксированная пасхалка в видеоиграх, но аркадный мир тех времен окутан столь большим туманом войны, что это с легкостью может измениться. Буквально в предыдущем году тот же самый Эд Фриз обнаружил первую пасхалку в командной консоли, так что в нашем мире все может быть.